Добрый день, мои дорогие зрители! Это телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». С вами Юнова Натали. По многочисленным просьбам я решила снять передачу под названием «Срыв на диете и его причины». Давайте вместе с вами разбираться. Мои дорогие и любимые худеющие, скажите мне, пожалуйста, вы когда-нибудь ругали себя за пищевой срыв в процессе похудения или сразу после окончания диеты? Скорее всего, да. И я вам скажу, что это напрасно. Вы, наверное, будете сильно удивлены, но так называемый жор рано или поздно настигает практически всех худеющих. Сразу вам хочу сказать, что в этой передаче речь не идет о каких-то тяжелых расстройствах пищевого поведения, например, такие как булимия или компульсивное переедание в тяжелой степени. С этими проблемами можно бороться уже только при участии медиков. Итак, у относительно здорового человека причин срывов при похудении может быть довольно-таки много. Давайте рассмотрим самые распространенные из них. Первая причина – это неоправданно строгое ограничение по суточному колоражу. Вторая и очень частая причина срыва в диете – это использование нездоровых диет. Третья причина срыва – это нарушение режима дня. Четвертая причина – это нарушение питьевого режима. Пятая причина – это нарушение режима питания. Шестая причина – слабая мотивация или неумение с ней работать. Седьмая причина, про которую вы не поверите, это слишком частое взвешивание. Восьмая причина срыва на диете – это стресс. Этот стресс мы заедаем. Последняя из основных причин, почему мы срываемся на диете, это естественные гормональные изменения. Теперь эти перечисленные причины давайте разберем с вами вместе более подробно. Итак, первая причина, про которую я вам говорила, это недостаток суточной калорийности. Я вам скажу честно и откровенно, что самодеятельность при выстраивании рациона питания для похудения может привести к плачевным результатам. Самые опасные из них – это гормональный сбой, анорексия и булимия. Но и менее страшные последствия ведут все равно не к похудению, а в лучшем случае к тому, что вес просто перестает уходить или случаются те самые срывы. Физиологи и диетологи ввели в обиход такой термин, как коридор калорийности. О нем я вам расскажу в следующей передаче. Он означает, что в сутки человеку требуется определенное количество энергии, которое измеряется в килокалориях. Какое количество калорий необходимо лично вам, вы можете рассчитать. Ссылку на расчет я вам оставлю внизу в комментариях под видео. Коридор калорийности – это необходимое организму количество калорий по максимуму и минимуму. Максимальное количество калорий дает столько энергии, сколько нужно, чтобы человек не худел и не толстел, а минимальное необходимо обеспечить, чтобы не было физического истощения. Коридор калорийности зависит в первую очередь от пола, возраста, роста, веса и активности человека. То есть, когда человек становится старше или более активно занимается спортом, его коридор меняет цифровые показатели. Если вы питаетесь, потребляя количество энергии больше, чем обозначено верхней границей коридора, то вы начинаете поправляться, потому что излишки энергии, которые не расходуются, откладываются в организме в виде жира про запас. А если в организм поступает чуть меньшее количество калорий, отложенный жир начинает расщепляться, давая недостающую энергию, и вы худеете. Если же организм получает калорий ниже допустимой нормы, то сначала наблюдается быстрое избавление от лишних килограммов, а затем метаболизм замедляется, темп похудения тоже снижается, и тут организм может повести себя по-разному. Продолжительная нехватка калорий может сказаться на аппетите, который становится повышенным. И вот тут, начиная активно и много есть, многие уже не могут остановиться. А еще вес в определенный момент может вообще встать, поскольку организм у нас очень умный и понимает, что еды в ближайшее время не предвидится и нужно экономить свои жировые запасы. Человек при этом начинает чувствовать большой упадок энергии и при этом становится морально подавленным, так как, несмотря на мучения, не наблюдает должного результата в виде избавления от лишних килограммов. И снова тут рукой подать до пищевого срыва. К сожалению, так заканчиваются многие истории похудения в тех случаях, когда не просчитан коридор калорийности и дефицит потребляемой энергии создается наобум. Поэтому подойдите к ограничениям по калориям не просто разумно, но и грамотно, и тогда шансов на срывы в диете будет намного меньше. Теперь поговорим про нездоровые диеты. Если вы садитесь на ту или иную диету, то у вас в организме проходят те же процессы, что и при голодании. Кроме того, что большинство из диет не учитывает индивидуальную суточную потребность в калориях,
Они чаще всего основаны на жестком исключении из рациона большого списка полезных для организма продуктов. Особенно опасны в этом плане монодиеты. Они приводят к физиологическому истощению, поэтому вы имеете гораздо больше шансов на пищевой срыв. Поэтому, выбирая диету для похудения, помните о необходимости учитывать индивидуальную суточную калорийность, о желательном ограничении диеты по времени и об опасности радикальных диетических подходов. Если вы будете бдительны, то небольшие отступления от программы похудения, если и будут иметь место, то не скажутся на общих результатах избавления от лишнего веса. А теперь я вам расскажу, чем чревато нарушение режима. Пищевые срывы в процессе похудения практически всегда случаются у тех, кто не соблюдает физиологически здоровый режим дня. Прежде всего это касается ночного отдыха. Во-первых, долгое ночное бодрствование само по себе подталкивает к перееданию. Во-вторых, недостаток именно ночного сна влечет за собой сбои в выработке гормонов, которые отвечают за аппетит, настроение и лишний вес. Если вы ложитесь спать после 23:00 по местному времени и спите ночью меньше 7-8 часов, то не удивляйтесь, что часто тянет съесть что-нибудь такое запретное или вдруг накатывает жор. Все дело в гормонах кортизоле, мелатонине и серотонине. Мелатонин вырабатывается в организме только ночью, и пик его концентрации с 23:00 до 5 утра. И если вы в это время не спите, то испытываете подавленное состояние, а мелатонин из-за этого синтезируется в меньшем количестве, чем вашему организму нужно. В результате нехватки мелатонина возникают хронические нарушения сна в виде бессонницы или неглубокого тревожного сна. Недосып влечет за собой не просто низкий физический тонус, но и упадок настроения, потому что выработка гормона счастья серотонина днем тоже нарушается. Кстати, серотонин может не только синтезироваться, он еще поступает с пищей. Не вырабатывая серотонин самостоятельно, организм стремится получить его с пищей в большем количестве, чем обычно. И вот оно, пожалуйста, переедание вместо дефицита калорий. Недосып диктует повышенную выработку гормона стресса кортизола, который повышает нам аппетит. Таким образом, нарушение циркадных ритмов влечет за собой сразу 3 причины обостренного желания плотно поесть. Если хотите снизить риск срывов, просто регулярно высыпайтесь, укладываясь спать вечером чем раньше, тем лучше. Следующая причина срыва либо жора – это нарушение питьевого режима. Зачастую жажду легко принять за голод. Именно поэтому за 20 минут до еды диетологи советуют обязательно выпивать стакан воды. Так, во-первых, пополняются запасы жидкости в организме, а с другой стороны исключается вероятность переедания. А для того, чтобы не забывать выпивать воду, не поленитесь, просто поставьте себе будильник. Что же касается режима питания, то тут все гораздо прозрачнее. Не случайно диетологи рекомендуют делать 5-6 приемов пищи в течение дня. Если перерывы между едой слишком длительные, то аппетит сильный. Во-первых, за короткий промежуток времени человек успевает проголодаться гораздо меньше, чем за несколько часов. А во-вторых, чувство голода посылает в мозг тревожные сигналы, которые блокируют механизмы расщепления жира и наоборот активизируют доли мозга, отвечающие за аппетит. А теперь давайте с вами поговорим по поводу мотивации, почему мы не умеем с ней работать. Дорогие мои худеющие, вы прекрасно знаете, что мотивация движет миром. Моральный стимул порой помогает совершить невозможное. Поэтому, если вопрос мотивации проработан слабо, то и срывов в питании при похудении может быть очень много. Любые изменения, а уж тем более изменения фигуры, нужно начинать с проработки целей и как вы их будете достигать. Именно цели будут держать фокус внимания на похудении. Целей на самом деле у вас должно быть масса, так как на самом деле поводов избавиться от лишних килограммов великое множество, и все они должны быть выявлены. Давайте я вам перечислю лишь только некоторые аргументы, почему нужно скидывать лишний вес. Сперва-наперво это здоровье, нам легко будет передвигаться, к нам вернется былая красота и молодость, вы сможете надевать любые наряды, вы увидите, как вас уважают окружающие и вами восхищаются, и у вас повысится уверенность в себе. И это только основные причины для похудения. Свои цели вам нужно фиксировать письменно. Во-первых, нельзя полагаться исключительно на память, а во-вторых, письменное изложение заставляет мыслить четче, ярче, открывает новые нюансы понимания каждого слова, а значит исследование ему, то есть визуализация. Наверное, слышали об этом что-то. Мотивировать себя к похудению можно, используя не только внутренние ресурсы, но и внешние, например, тренеры, единомышленники, вступите в какую-то группу.
У меня также есть своя группа единомышленников по правильному питанию, и если вам интересно, пишите в комментариях, обязательно пообщаемся и присоединяйтесь к моей группе. Следующая причина срыва в диете – это слишком частое взвешивание. На самом деле похудение – процесс и сложный, и интересный. Он выражается не только в уходе лишних килограммов, но и в изменении объемов. Причем оба процесса проходят неравномерно, и на то есть естественные причины. Слишком частые взвешивания дают не вполне объективную картину, так как вес – тот критерий, который меняется в течение суток, а в короткий промежуток времени не всегда понятно, худеет человек или наоборот поправляется. Я бы вам рекомендовала помимо весов дополнительно купить калипер в аптеке. Он быстро и точно измеряет толщину подкожного жира в области живота. А вот что касается весов, к примеру, увеличение показателей веса к вечеру объясняется тем, что из организма еще не вышла лишняя жидкость, употребленная в течение дня. Но есть любители взвешиваться чуть ли не после каждого приема пищи, и это пристрастие может сыграть плохую службу. Фокусируясь на увеличении цифровых показателей, многие моментально падают духом и делают преждевременные выводы о том, что стройнеть не получается. Падая духом, худеющие возвращаются к прежнему рациону и вновь набирают вес. А теперь мы с вами поговорим о стрессе и как он влияет на наш аппетит. Стресс – это острая реакция на изменения внешней среды. Она сопровождается учащенным сердцебиением, дыханием, резким выбросом такого гормона, как кортизол. Но стресс может быть и скрытым. Он, например, может сопровождаться постепенно нарастающим эмоциональным и физическим напряжением, быть следствием длительных нагрузок и отсутствия регулярного отдыха. То есть внешний стресс может и не проявиться, но все равно будет требовать какой-то ответной защитной реакции организма. Такой реакцией может стать и пониженный аппетит, но в конечном итоге стрессовое состояние требует большого количества энергии, которая поставляется нам из пищи. А в сочетании с перееданием выброс кортизола влияет также и на скорость откладывания излишков жировых запасов, что, как правило, только усугубляет моральное состояние худеющего и еще больше провоцирует пищевые срывы. Последняя основная причина, из-за чего у нас происходят срывы в диете, это естественные гормональные изменения. Это касается женщин. В течение месяца организм взрослой женщины репродуктивного возраста пребывает в нескольких фазах, в каждой из которых требуется разное количество энергии при одинаковых внешних условиях. Это менструальная, фолликулярная, фаза овуляции и лютеиновая фаза. Две последние фазы – это периоды, когда организм женщины готовится к зачатию и вынашиванию потомства. Поэтому он нацелен на то, чтобы запасти как можно больше энергии. Отсюда и так называемый жор, тяга к калорийной пище. А если еще учесть тот факт, что к этим периодам вес женщины увеличивается примерно на 2-3 кг за счет естественной временной задержки жидкости в ее организме, то становится понятной и моральная подавленность женщины, которая стремится к стройности, а плохое настроение, как водится, что мы делаем, снова заедаем. Вы меня спросите, а что же делать при пищевом срыве? Как себя вести дальше? Ничего делать не нужно. Достаточно помнить о возможных причинах повышенной тяги к еде, чтобы научиться не паниковать от малейшей прибавки в весе и давать себе немного расслабиться тогда, когда пришло время. Тогда никаких особых последствий от небольшого пищевого нарушения у вас не будет. Просто получите удовольствие, вовремя остановитесь, пока удовольствие не перешло во что-то иное, и спокойно ложитесь спать, утро вечера мудренее. На следующий день живите так, словно накануне ничего не случилось. Ни в коем случае не голодайте и не устраивайте разгрузочных дней. Они нужны только тем, кто поддерживает вес, а не избавляется от него. И помните, если вы постоянно следите за своим питанием, то от одного плотного приема пищи раз в 2 недели вообще ничего плохого не случится, особенно если это будет белковое блюдо. В этом случае весы даже могут показать меньшие цифры, чем накануне. Максимум, сколько вы можете прибавить в весе от целого дня переедания, это от 100 до 300 грамм. Например, чтобы поправиться на 1 килограмм, вам нужно съедать по коробке конфет несколько дней подряд. Поэтому вы можете себя побаловать изредка 1-2 конфетами, но зато без угрызений совести. И вы не добавите себе лишнего жира и не уйдете в зажор. Значит, и стройную или стройнеющую фигуру сохраните. Шоколад, булочки и печенюшки замените полезными сладостями, такими как зефир, пастила или мармеладки. Дорогие мои зрители, если вам понравилась эта передача, оцените мою работу и поставьте лайки. И можете подписаться, чтобы не пропускать последние новости. С вами была Юнова Наталья, телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». Я с вами прощаюсь и до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока!